Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, друзья! Настал наконец-таки тот день и час, когда я собрался сделать обзор на данный монстр от Heimerdinger. Heimerdinger LB266, друзья. Значит, данная техника находится у меня с ранней весны. Вот, приехал мне. Я в то время болел, потом забывал, потом лень. Ну вот сейчас я все это дело отбросил. И поскольку люди начали писать под моим видео Shorts, я его как-то был выбрасывал в видео Shorts, когда же будет обзор на данный монстр. Ну вот, решился, и давайте будем, значит, писать данный обзор. В комплекте с данным гайковертом, друзья, приехал вот такой вот переходник-адаптер с 3/4 на 1/2 дюйма. На переходнике никаких более указаний нет, то есть это хром ванадий, либо это хром молибден, но по всему виду, друзья, это хром молибден. Читал как-то я в комментариях, по-моему, в магазине с продажи данного гайковерта, люди писали, что сыроватый этот переходничок. Конечно же, друзья, много я им не покрутил, вот, так как не было необходимости такой, только в экстренных случаях, но все-таки немножко покрутил. И я хочу сказать вам, что он полностью остался целый, точно такой же, как и приехал ко мне, поэтому как он сырой, не сырой, я вам точно сказать не могу, друзья. Значит, будем испытывать наш гайковерт с аккумулятором, опять же, от Heimerdinger, который я покупал. В свое время стоил $62 бешеных денег. И, конечно же, будем испытывать его в гараже вот с такой вот, всем знакомой, друзья, головкой по моим многочисленным видеообзорам гайковертов. Значит, головка у нас с квадратом на 3/4 дюйма и размерность 32 мм. По сборке это вообще золотая сборка. Наверное, один из самых лучших инструментов по сборке. Хотя, в принципе, плюс-минус они все, считай, одинаковы. Но здесь, ну, настолько все точно, друзья, подогнано. Я не знаю, как вам продемонстрировать, что даже, видите, надо присматриваться, есть ли здесь шов. Ну, глазами, конечно, видно лучше, чем на камеру, но все-таки. Вот. Все просто замечательно. Никаких облоя никакого здесь нет. Ничего нигде не цепляется. То есть просто супер сборка, я бы сказал. По характеристикам данный гайковерт у нас, ну, опять же, я сказал, это у нас идет LB266. Значит, опять же, имеется переходничок с 3/4 на 1/2. Не знаю, почему они эту информацию дают на этикетке к нашему гайковерту. Значит, обороты холостого хода максимальные 1800 и частота удара 2500. Ну и у нас распределены усилия. Поскольку наш гайковерт, друзья, имеет 3 скорости, то видите, на первой скорости 700 ньютон, на второй, плохо вижу, по-моему, 900, и на третьей 1300 ньютон. Конечно же, друзья, 1300 ньютон я вам никак не проверю, потому как перевернется мой верстак. Но опять же, что-то около 1000 мы с вами, наверное, при помощи моего рычага выжмем. Ну, это, наверное, будет интересно тем, кто верит в данную физику. Вот, конечно же, измерения там у меня не особо супер точные, но плюс-минус 100 ньютон, я думаю, для этой цели будет отлично посмотреть. Сразу вам хочу честно сказать, пробовал я вот именно этой головкой, именно этим гайковертом откручивать гайки, ступичные гайки грузовика, друзья. Вот у меня под боком стоит грузовик дома, ну не дома, а у соседа. Пробовал откручивать, конечно же, я не открутил. Так как мой товарищ эти гайки зажимает, считай, 3-метровой трубой. Тут понятно ежику, что никак мы их гайковертом не открутим. Там не 1000 ньютон. Всегда и всем говорю, друзья, не перетягивайте гайки. Все это дело чревато последствиями. Ну, чем сильнее у русского или белоруса, тем лучше. Ну, пускай будет так. Взвешиваем наш агрегат. Очень, друзья, тяжелый агрегат. День походишь, хана руке. Включаем весы и смотрим и удивляемся. 2933 грамма, почти 3 килограмма. Добавляем сюда, друзья, наш аккумулятор девяточку и смотрим. У нас уже 3784 грамма, почти 4 килограмма. Если мы добавим вот эту голову, у нас за 4 килограмма все это дело превысит. Одели головку и удивляемся. 4 килограмма 345 грамм. Друзья, если покрутить целый день такой вот
дурой, это, конечно же, руки отвалятся. Так, ну а теперь что? Нам остается проверить, зачем я снял головку, я сам, друзья, не знаю. Теперь нам остается, друзья, проверить наши обороты. Значит, давайте я продемонстрирую. У нас на закручивание идет 3 скорости, то есть, как вы помните, указано 700, 900, 1300 ньютон. Переключаем на закручивание и включаем. Давайте начнем. Это вот у нас первая скорость. Первая палочка, это горит справа. Вторая, сразу третья перелетела. Вторая скорость. И третья палочка, третья скорость. Самая большая. Переключаем на откручивание. Итак, включаем. Скорость со стоп-механизмом. И есть, друзья, постоянная скорость. Переключаем на закручивание. Включаем первую скорость. Берем наш лазерный тахометр, друзья. Давайте вот так перевернем. И сейчас измерим нашу головку. Вот, давайте я покажу. Видите, у меня уже наклеена здесь отражаечка. Измерим в этом месте наши обороты. Обороты должны равняться нулю. То есть мимо нашей отражайки. Сугубо на черном фоне. Итак, включаем лазерный тахометр. И понеслась. 0, друзья. Тем самым мы убедились, что у нас никаких лишних отражений не имеется. И скорость у нас будет считываться точно. Итак, первая скорость. Измеряем. 1050 оборотов. Вторая скорость. 1445 оборотов. И третья скорость, друзья. 1705 оборотов. Почти 100 оборотов не хватает до заявления. Но это, я бы считал, ну, такая мелочь, так как вы сами помните, в других аппаратах там не хватало и по 500, и по 300. Вот, а здесь же почти равно тому, чему заявлено. Тем более аккумулятор, друзья, у меня полностью свежезаряженный. Поэтому никаких нюансов с зарядкой, то, что он просевший, быть уже не может. Так, все посмотрели. А теперь разбираем и смотрим, друзья, сердце. Наверное, посмотрим все и сделаем взвешивание вот этого вот колокола и самого ударного механизма. Так, разбираю. Для вас это будет буквально секунда. Итак, народ, раскрутил я наш колокол. Вот такие вот здоровенные 4 самореза диаметром, наверное, 5 миллиметров. Да, меньше они не будут. Под звезду Torx 25. Имейте это в виду. Или тут шестигранник. По-моему, звезда. Я, по крайней мере, друзья, крутил вот такой вот звездочкой. То есть Torx 25. Вот ее нет у нас на месте. Последняя звезда. Ну что, снимаем, смотрим. Нашего монстрика. Ух ты, тут смазки, мама, не горюй. Колокол я снял. Давайте смотреть наш квадрат. Блин, как руки не замазать. Смотрите, сколько, друзья, смазки. Ничего я не разбирал, сюда не докладывал. То есть очень-очень много смазки. Я бы сказал, что сюда столько как бы и не нужно. Достаем наш квадрат. Сразу мы видим, вон большущая такая стальная втулка впрессована в наш этот вот колокол. То есть все сделано честь по честь. Во втулке есть канавка. Я так понимаю, это канавка от попадания разного рода влаги и пыли. Здесь эта канавка тоже есть. Так, давайте по ходу дела будем заниматься, друзья, взвешиванием. Чтобы на стол не упала у нас эта смазка. Так вот будет видно. Ну что, поехали. Колокол. Сугубо кусок алюминия с стальной втулкой. 296, ну можно считать 300 грамм. Так, давайте это все в сторонку. И сам наш, друзья, молоток этот или наковальня, как тут правильно назвать. Видимо, это молот, это наковальня. Довольно такая увесистая штуковина.
228 грамм. Да, не хухры-мухры. Очень увесистая штуковина. Так, ставим ее сюда, чтобы нам ничего не вымазать. Так, друзья, подготовила я несколько таких вот салфеточек, чтобы нам все это дело с вами разбирать и не мазать руки. Так, давайте сразу покажу, что у нас и как здесь сделано. Вот имеет такой вот вид. И пробуем снять, наверное, эту штуку. Хоп. Внутри у нас идет вал от двигателя червяк. Идет вот такая вот шестерня. Редуктор, я так понимаю, друзья, у нас здесь, да, здесь тоже однорядка. 3 шестеренки и как бы все. И очень-очень мощная пружина. Очень мощная пружина. Ну что ж, кладем это все дело на весы и смотрим. 943 грамма. Почти, друзья, килограмм. С этим посмотрели, разобрались. Теперь я приступаю к дальнейшей. Так, это у нас не достается. А, достается. Это тоже достаем. Вот подшипничек у нас там остался. Очень длинный, видите, вал. Ну что, взвесим еще и эту часть. Сюда у нас входит подшипник. Все, видите, изготовлено просто замечательно. Все это дело обработано на фрезерном, не то токарном станке. Соответственно, отлито и обработано. А здесь еще, видите, и покрашено. Или анодировано даже. Скорее всего, анодировано. То есть все у нас здесь честь по чести. Давайте взвешиваем и это дело. Тоже у нас сегодня все по 300. Тоже 300 с копейками грамм. Так, ну что, а я приступаю к разборке корпуса. Все, корпус у нас, о, давайте корпус без вот этого всего металла с одним, считай, движком. Ух ты, падает. Падает, друзья. Давайте как тут его. Вот так. Кило 141 грамм. То есть мы разделили, грубо говоря, на две части. По-моему, даже эта часть легче. Ну что ж, разбираю дальше, смотрим. Так, народ, раскрутил я все это дело. У нас скручено такими винтами под крестовую отвертку. Пробуем разобрать. Да, что-то никак. А что ж никак? И почему никак? Опа. Можно и сломать что-нибудь так. Опа. Как-то все повыскакивало у нас. Ну да ладно. Вот. Так вот выглядит наш пластик. Кому интересно, всегда показываю, стараюсь. А, держала здесь этикетка, наклейка. Друзья, обратите внимание, здесь у нас наклеечка, она просто наклеена. И она отрывается со второй части корпуса. Вот, смотрите, какой, друзья, пластик. То есть, очень-очень классный. Опять же, обращайте внимание на большое множество разных перепоночек, перемычечек, робер жесткости. Все шикарно. Ну и, как всегда я упоминаю, все у нас здесь обрезинено. И вот наш чудо-агрегат. У нас уже здесь стоит два конденсатора, поскольку по 1000 микрофарад на 35 вольт. Два конденсатора на контроллеры. Контроллер, в принципе, я бы сказал, ничем особо не больше, чем в том же, допустим, LB165. Ну, фиг его знает. Это надо два вместе разобрать, тогда что-то будет, наверное, понятно. Но, друзья, извините, 100 раз не хочу их крутить, разбирать. Потому как и так вот эти вот болты, которые вкручены сюда, в колокол, через колокол, они, эти саморезы, ну, то есть отверстия разбиваются, бывает. Поэтому часто крутить тоже не рекомендую. У меня в LB165 одна резьба разбилась. Я туда забросил, друзья, вовнутрь просто кусочек изоляции от провода. И зажал. Все держит мертво по сей день. Так, давайте достанем движок. Движок здесь просто зверюга. Просто, друзья, зверюга. Наверное, этот двигатель присобачить к велосипеду и будете летать, как на мотоцикле. Да, не хватает мне даже здоровья достать. Вот наш ротор. Кому интересно, давайте его тоже взвесим.
А вдруг кому-то, друзья, интересно. Ну, опять же, ротор с двумя подшипниками и с этой пластиковой крыльчаткой. Опять почти 300. У нас сегодня все по 300, друзья. 282 грамма. Так, пускай это все дело тут и стоит. Ну, а остальное я уже, конечно же, взвесить не могу. Мы с вами взвесили корпус с электродвигателем. Ну, кнопочка у нас, опять же, как обычная, только в увеличенном варианте. Кнопка, по-моему, увеличенная. Хотя могу и ошибаться. Опять же, друзья, это надо разбирать два рядом ложить, тогда будет понятно. А так вот по видео, наверное, ничего и не понятно. Хотя сразу видно, что здесь стоит просто сердце от какого-то, не знаю, реально монстра. Так, народ. Многие пишут, это можно было твое видео уложить в 5 минут. Друзья торопыги, идите на другой канал, либо, если вы не помните, есть у нас перемотка, если вам это не интересно. Все, народ, собираю и идем на мой рычаг в гараж. Попробуем его протестировать. Так, народ, извините за мерцание, ничего не могу с этим поделать. На улице уже притемнело, а светодиодное освещение дает свое. Поэтому в эксперименте участвует все та же грузовая шпилька, грузовая гайка с колеса грузового автомобиля. Так, и меня подписчики просили, говорят, когда же ты уже купишь головку на 32 под 1/2. Друзья, купил я на 32 под 1/2, шестигранную и, соответственно, 12-гранную. Вот, поэтому сегодня, наверное, сделаем более точный эксперимент. То есть при помощи 12-гранной головки я смогу выставить рычаг более-менее параллельно земле. С грузом, соответственно, рычаг. Так, и вот этой головкой при помощи этого вот переходника, который шел в комплекте с данным гайковертом, вот мы, наверное, с вами и проверим, выдержит он усилие примерно в 1000, там, не знаю, 900 ньютон, сколько мы сделаем, либо не выдержит. Итак, поехали. Сейчас я буду вешать рычаг, и мы будем пробовать. Короче, ребята, вы видите, все валяется, все разбросалось, чуть меня не прибило. Оказалось, что наш металл совершенно сырой. То есть при навешивании груза равного примерно 890 ньютон, вот что случилось с нашим квадратиком. Поэтому данный переходничок в мусорку. Ура! Ну и у нас ничего не остается, как пользоваться нашей вот этой головкой. И параллельности, видимо, сейчас мы не добьемся. Но я буду пытаться, друзья. Друзья, параллельности особой мне добиться не удалось. У нас рычаг немножко смотрит вниз. Ну и вот висит груз. Я надеюсь, вам видно, что он не к земле касается, а находится в полете. Теперь снимаем грузы. То есть это усилие у нас равно примерно 890 ньютон. Ну, если мы отбросим вес рычага, там, по-моему, 6,8 килограмм, то усилие там сколько у нас получится, я не помню. За 800 ньютон точно. Давайте смотреть. Вес вот этой ступицы грузовой 21 килограмм. Друзья, кому интересно, все эти развесовочки есть в предыдущих моих обзорах, поэтому сюда уже я вклеивать их не буду. Хотите, верьте на слово, хотите, ищите, смотрите, хотите, не верьте, дело ваше. Ну вот рычаг в таком положении, если он, то, конечно же, у нас получается горизонт. Снимаем наш рычаг. Сейчас я поднесу ближе штатив с камерой, чтобы все было, опять же, без нарезок, друзья, без зарезок. Вот, чтобы вы видели, как я снимаю рычаг. Без монтажей, без шиномонтажей. Так. Снимаем нашу головку. Сразу берем, друзья, головку. Так, давайте я только, наверное, тоже переставлю немножко, а то мне неудобно. О, как раз. Итак, поехали. Только я возьму мел, и мы с вами сделаем такую вещь. Или даже, ну, в принципе, по этой метке будет видно. Но давайте по мелу. Мел и вот этот вот кончик покрасим. Видно или не видно? Ну, думаю, что будет видно. Давайте на всякий пожарный увеличу. О, примерно так. Тогда не видно нашего гайковерта. Ну вот примерно так. Так. Включаем на откручивание. Помним, что аккумулятор полностью заряжен.
Итак, погнали. Если судить опять же с рычагом, 890 ньютон. Без рычага, ну, не знаю, 820 или сколько получится. Давайте смотреть. Он это дело взял. Давайте попробую я еще немножко набросить, а потом как-то сделаю развесовку, и мы посмотрим. Итак, ребята, вешаем два маховика. Этот маховик я не знаю, сколько весит. В принципе, наверное, развесовка одинакова, что это, что тот. Как же это все повесить-то? Даже не знаю. Может быть, этот потом повесить, это не снимается. Ладно, ой. Так. И попробуем кромкой зацепить этот. Ух ты. Народ, вы сами видите, что тут за вес. Я потом обязательно взвешу на весах вот этот вот маховик, так как я его веса не знаю. И покажу вам. Друзья, тут вес я не знаю. Но больше, чем 1300 ньютон 100% будет. Даже если не учитывать рычаг. Вес рычага. Трындец железа. Ну и что? Пошли смотреть. Народ, опять же, без монтажей. Без шиномонтажей. Посмотрим. Конечно, ему придется подолбать. Придется. Но посмотрим, возьмет или не возьмет. А потом уже я посчитаю, соответственно, ньютоны. Даже, наверное, принесу весы, и мы с вами все перевесим, чтобы было все видно. Так, поехали. Фух. Так, головку я сюда нам надо поставить. Так, новую риску. И что, понеслась? Бах! Во! Сами видели. Без монтажей, без шиномонтажей. Так, друзья, сейчас я принесу весы, и мы с вами перевесим все это дело и посчитаем. Вы сами как бы все видели. На этом эксперимент не закончен. Мы попробуем еще открутить без аккумулятора на сетевом адаптере. Итак, друзья, вот наши грузы. И давайте вешать по отдельности. Пробовал я, друзья, все вместе, не успеваю. Весы показывают лишь бы что. Итак, груз номер 1. Денис, снимай, старайся. 21 килограмм. Груз номер 2. 8,7. Запоминаем, записываем. 8,7, 21. И груз, друзья, номер 3. Опа! 7,8. 8,7, 7,8. Все, сейчас мы с вами посчитаем, сколько это получится. Так, ребята, для пущей убедительности мы еще с вами взвесим, уже пускай будет в одном видео, сколько же вес нашего рычага. Где-то я взвешивал уже в каком-то видео, у нас получалось 6 килограмм 800 грамм. Ну, поскольку крючок мы взвесили с другим агрегатом, то у нас вес немножко уменьшится. Давайте смотреть. Шесть с половиной килограмм. Запоминаем, записываем. Народ, теперь приступаем к моим расчетам. То есть, если у нас вес 21 плюс 8,7 плюс 7,8, это получается 37,5, умножаем на длину рычага 2,44, получаем 91,5 килограмма. Что соответствует, ну, грубо соответствует 915 ньютонам. То есть, то, что мы с вами только что открутили. Но, если ко всему этому, друзья, мы добавим еще вес рычага 6,5 килограмм, то мы получаем... Если запятую перенести, 1073 ньютона. Вы сами все прекрасно видели, как, что
этот гайковерт работает. То есть свои 1300, если подолбать секунд 15, наверное, он все-таки открутит. Ну, по крайней мере, это мое субъективное мнение. Можете с этим не соглашаться. Но вещица просто замечательная. Что сейчас делаем? Я опять же закручу гайку вот этим же весом, что мы с вами посчитали. И потом возьму электрический адаптер вместо аккумулятора, так как подписчики просят демонстрировать и нагрузку. И мы посмотрим, какая же нагрузка и открутит ли вообще на электрическом адаптере. Народ, я решил пойти дальше. То есть все те же, плюс диск с подшипником. Значит, сейчас снимаем и пробуем открутить, как я уже и говорил, при помощи электрического адаптера. Вот, и давайте я вам покажу, что все здесь по чесноку. Все висит в полете. Никаких проблем нету. Никаких подпорок нету нигде. Ставлю и снимаем. Вот этот вот диск я еще добавил. Опа. Фу. Так, берем гайковерт, берем адаптер. Так, друзья, подношу камеру ближе. Я уже записываю, честно говорю вам, второй раз. В первый раз все получилось открутить, только у меня упал микрофон, я по нему еще потоптался. Так, есть. Вот, снимаю при вас все головку. Никаких упоров, подпоров не ставил. А то начинают тут писать хейтеры. Да ты ставил, да ты упоры, да ты подпоры. Так, ключ. Сюда. Это есть. Так, друзья, вместо аккумулятора цепляем наш переходничок, адаптер. Да что ты будешь делать? Очень расстроился, что первый раз не удалось записать звук. Хотя без звука все понятно. Так, включаем, друзья, в розетку. У нас все завелось, все загудело. Друзья, мне видно не будет, вам будет видно. Так, давайте еще добавочный мелок проведу сюда, чтобы было видно. Значит, в моем первом эксперименте этот вес открутился примерно через секунд 10-12, что-то в этом роде. Ну, может быть, 15. Так, друзья, надеюсь, вам ток будет виден. Погнали! Все. Надеюсь, друзья, ток вы увидели. Вот такая у нас есть машинка мощная. То есть я могу судить, что довольно-таки неплохой адаптер сетевой. Ну, конечно, лучше бы это все дело на аккумуляторах делать. Значит, друзья, сейчас вы на вашем видео увидите вес вот данного диска. Он весит ровно, друзья, 5 килограмм. И давайте я вам теперь покажу свои, так сказать, друзья, расчеты. Вот смотрим. То есть у нас развесовочка была без 5 килограмм. Сюда, вот к этому всему, да,
Вот у нас сразу было, мы выжали вот этими вот 3 нашими болванками. Потом добросили 5 килограмм. Вес у нас составил 42,5 килограмма. Умножаем на длину рычага 2,44. Получаем, друзья, 103 килограмма и 700 грамм. Если мы запятую перенесем, то получаем вес 1037 ньютон. И это без учета веса нашего рычага. Если мы к этому добавим 6,5 килограмм, то есть вес нашего рычага, мы получаем, друзья, вот эту вот цифру. 119, грубо говоря, с половиной килограмм. Запятую переносим и получаем 1195, друзья, ньютон. Ну, конечно, примерно. Вот, поэтому 1300 ньютон, я думаю, данный агрегат вытянет налегке. Ну, конечно же, ему придется немножко дольше, друзья, постучать. А так он вполне себе справится. Так, народ, подводим итоги. Какие же итоги мы можем с вами здесь подвести? А итог здесь, друзья, наверное, только будет один. Не то, что я там хвалю, рекламирую, все это пофиг. Вот, итог здесь только один, что наша машинка полностью соответствует заявлениям. То есть гайковерт просто супер, супер монстр. Ну, если не брать в расчет то, что у нас здесь заявлено 1800 оборотов в минуту, мы с вами намерили 1705 оборотов в минуту. Вот, я думаю, это просто мелочевка. А вот заявление в 1300 ньютон, я считаю, что он с этим вполне себе справится. Ну, ему нужно будет там немножко больше, там не 10, не 15, пускай 20 секунд постучать, и он с этим делом справится. Поэтому, друзья, любителям легковых автомобилей данный гайковерт абсолютно не рекомендую. Вы не ошибаетесь, не рекомендую. Порвете все, что можно. А вот любителям больших болтов и гаек смело можно покупать и, друзья, пользоваться. Ну, если вы любитель легковых автомобилей и вам нужен, допустим, инструмент, на какой-то там крайний случай, как мне, допустим, если не откручивается гайка шруза, либо болт шруса, я беру такой вот какой-нибудь монстрик, который первый попадает под руку, и откручиваю гайки шруса. И болты, соответственно. Поэтому выбор за вами. Ссылочку я, как всегда, дам в описании к данному видео. Аппарат просто обалденный. Вот я сегодня, видите, с начала весны не мог никак сделать тест. Сегодня сделал тест, и, честно говоря, я удивился и, в принципе, порадовался за эту фирму и сам. Вот, поэтому все хейтеры, учите физику. Я думаю, здесь смотрят меня и физики, и химики. И не дадут мне соврать, что я сделал расчеты верно. Ну, единственное, опять же, напоминаю, у меня не был, конечно же, рычаг параллельно земле. Потому как я хотел сделать, но не получилось. Видите, обломался этот переходник, который шел в комплекте. Все, народ, всем здоровья, удачи, хороших покупок инструмента. Не обязательно этого. Какой бы вы инструмент ни купили, пускай он у вас работает долго и упорно. Всем пока. Желаю, чтобы все.